Буквально пару дней назад были опубликованы катастрофические данные по инфляции в США. Только что вышел рост на 0,6, это основной показатель. Это именно то, чего мы и ожидали. Это следует за ростом на 0,9 до этого момента. Данные пока не пересматривались. Тот рост на 0,9 был самой высокой инфляцией в месячном исчислении с июня 2022 года. Отчет показал, что инфляция взлетела до 3,8%, то есть почти плюс 1,5% всего за 2 месяца с начала войны, за счет чего американская экономика вернулась в 2023 год. И получается, все старания Пауэлла за последние 5 лет были просто уничтожены за 2 месяца. Потребительские цены в апреле выросли на 3,8% за год. Это максимум с мая 2023 года. Инфляция сейчас растет быстрее, чем зарплаты. Зарплаты выросли на 3,6% за последний год. Основной рост пришелся на энергоносители. Все дело в энергии, рост почти на 18%. Бензин подорожал на 28%, авиабилеты на 20%. Как видите, транспорт и одежда выросли более чем на 4% каждый, жилье на 3,3%. То есть вдумайтесь, в 2023 году Пауэллу удалось сбить инфляцию с 9 до 3% за счет рекордно высоких ставок, которые душили экономику и убивали финансовые рынки. Дальше начался самый сложный трехлетний этап, целью которого было снизить показатель до 2%. В начале этого года казалось, что ФРС в шаге от своей цели, но война в Иране, нефть выше 100 и бензин почти по $5 аннулировали то, над чем так упорно работал Джером Пауэлл все эти годы. Да, я не спорю, в каких-то моментах Трамп был прав, когда говорил Пауэллу начать снижать ставки намного раньше, чтобы поддержать экономику, но на сегодняшний день это бы ничего не изменило, потому что нефть вызвала рост цен абсолютно на все. А для фондового рынка и, конечно же, крипты, высокая инфляция является фактором удержания высоких процентных ставок ФРС, с которыми рынки получают гораздо меньше ликвидности для роста. Следовательно, как только мы получили данные по ИПЦ, шансы на снижение ставки в этом году упали почти до нуля. Комментарии Трампа, который говорил, что сейчас самая низкая инфляция, как всегда были положительными. Теперь при всем этом инфляция намного ниже, чем была при Байдене. У Байдена была самая высокая инфляция в истории нашей страны. Инфляция ничто по сравнению с этим, но наша инфляция лишь краткосрочная. Потому что если взять время до, прямо перед войной, у нас за последние 3 месяца было 1,7%. Конечно, глядя на фондовый рынок и биткоин, переживать по какой-то там инфляции, когда все растет, выглядит глупо. Но если смотреть на то, что Баффет держит рекордные 397 миллиардов долларов в наличке, а легендарный шортист Майкл Бьюри снова играет на понижение, как в 2008, вопросов возникает очень много. И теперь с инфляцией придется бороться Кевину Уоршу, человеку Трампа. И что же он будет делать? Снижать ставки, чтобы сильнее запампить рынки, игнорируя инфляцию? Или же пойдет против Трампа и будет спасать доллар, а также экономику? Лично я скажу одно. Сегодня в экономике США настал такой период, что 100% придется чем-то жертвовать. А вот чем и как это отразится на акциях и нашей криптовалюте, вы узнаете сегодня в видео. Я разберу последние экономические данные, их влияние на рынки и как поездка Трампа в Китай может спасти экономику США. Друзья, скажу сразу, крайне нужна ваша поддержка в виде лайка, чтобы на канале продолжали выходить ролики регулярно. А еще пишите комментарии. $10 за комментарий под прошлым видео забирает этот зритель, а с вами Влад, мы начинаем. Итак, друзья, пока сейчас мы будем разбирать последние данные по инфляции, а также их влияние на рынки, буквально вчера Трамп прилетел в Китай. СМИ пишут, что они будут говорить об экономике и пошлинах. Но давайте честно, всех волнует лишь Иран, пролив и нефть, которая не может нормально добраться до Пекина. Эта долгожданная встреча может задать тон рынкам на ближайшие дни. Если что, все новости, а также итоги саммита я опубликую у себя в телеграм-канале, где выходит только необходимая информация, мое личное мнение, сделки и торговые идеи, на которых вы можете зарабатывать вместе со мной. Если что, ссылка есть в описании. Обозначу сразу, мы разбираем экономические данные США по той причине, что именно она выступает центром мировой экономики, и основной приток капитала в тот же биткоин идет именно через американские спотовые ETF. Так вот, поверхностный взгляд на индекс потребительских цен в 3,8% не дает полной картины, потому что дьявол, как всегда, кроется в деталях. Базовый индекс CPI, который выбирает волатильность цены на энергию и продукты питания, тоже подскочил до уровня 2,8%. Это очень важно, потому что означает, что инфляционное давление просочилось из сырьевого шока в широкую экономику. Плюс к этому индекс цен производителей также поднялся до самого высокого уровня с 2023 года и составил 6%. Если разложить рост цен по компонентам, мы увидим настоящий ужас для потребительской корзины. Из-за эскалации конфликта с Ираном и блокады Ормузского пролива, которая периодически срывает поставки, нефть марки WTI с конца февраля взлетела с $72 до 107 за 1 баррель. Этот скачок напрямую повлиял на бензоколонки. Только за апрель цены на бензин подскочили на 5,7
10,4%, а в годовом выражении мы видим огромный плюс 28,4%. Сектор энергии в целом подорожал почти на 18% за год. Но даже если пересесть на велосипед, спрятаться не получится. Энергия – это кровь экономики, и она разгоняет стоимость всего остального. Продукты питания прибавили 0,5% за месяц, причем внутри этой категории особенно выделяется говядина с ростом в 2,7% всего за апрель. Растет стоимость логистики, поэтому все товары на полках магазинов становятся дороже. И вот здесь наступает момент истины. Впервые за 3 года рост реальных заработных плат ушел в отрицательную зону. Инфляция в 3,8% полностью съедает индексацию зарплаты. Средний класс чувствует себя не просто плохо, а очень плохо, потому что базовая инфляция плюс энергия и еда образуют идеальные условия, снижающие покупательную способность на глазах. Единственное, что важно, когда речь идет об Иране, у них не должно быть ядерного оружия. Я не думаю о финансовом положении американцев. Я ни о ком другом не думаю. Я думаю только об одном. Мы не можем позволить Ирану обладать ядерным оружием. И вот тут начинается самое важное. Многие помнят, как пару лет назад инфляция в США доходила до 9%. Тогда казалось, что дорожает абсолютно все, и этому нет конца. Но сейчас ситуация совсем другая, и на самом деле она гораздо легче для исправления. Тогда после пандемии государство печатало и раздавало людям кучу денег. У всех на руках оказались лишние средства. Люди начали скупать все подряд. Машины, дома, мебель. Заводы не справлялись, цепочки поставок были разрушены, и инфляция была как болезнь внутри самой экономики. Она разогнала рост зарплат, и получился замкнутый круг. Цены растут, потому что зарплаты выросли, а зарплаты требуют повышения, потому что цены растут. Чтобы это вылечить, пришлось очень сильно поднимать ставки, охлаждать спрос, и это было очень больно для экономики. Но внимание, если убрать энергию, инфляция не кажется катастрофической. Рост зарплат замедляется, но рынок труда остается крепким. В апреле было создано 115 тысяч рабочих мест. Уровень участия в рабочей силе стабилизировался на уровне 61,8%, что говорит о возвращении людей к поиску работы. Это важный позитивный сигнал, которого не было в 2022 году. Здесь мы подходим к ключевому различию. Многие, видя 3,8%, проводят тревожные параллели с постпандемическим периодом, но природа этих двух инфляций противоположная. И это вселяет надежду. Инфляция 2021-2022 годов была структурной и рукотворной. Триллионы долларов бюджетных стимулов перегрели спрос. Люди сидели дома с деньгами, цепочки поставок были порваны глобально. Тогда инфляция вросла в экономику, затронула аренду жилья, услуги и заработные платы, раскрутив опасную спираль. ФРС пришлось идти на крайние меры. Сегодняшняя инфляция, апреля 2026 года, это не структурная проблема, а классический шок предложения. Это наценка, вызванная дорогой нефтью, и в этом ее главная уязвимость для позитивного сценария. Как только фактор дорогой нефти уйдет, инфляция может схлопнуться так же стремительно, как и появилась. Нам не нужно годами охлаждать перегретый рынок труда и ломать спрос. Достаточно стабилизация геополитики или перенаправление потоков сырья. Более того, в отличие от 2022 года, мы имеем сильный доллар и глобальное замедление, которое естественным образом сдерживают сырьевые цены в среднесрочной перспективе. Текущий всплеск вызывает рост цен в узком сегменте – топливо и транспорт. То есть, если снять это давление, то базовая инфляция в 2,8% может начать снижение к целевому уровню в 2% без особых усилий ФРС. Теперь давайте перейдем к рынкам, потому что в этой картине открываются интересные возможности. Как реагируют акции? Фондовый рынок столкнулся с ростом неопределенности. Но это, конечно же, не 22 год. Индекс NASDAQ просел, но нашел вполне логичную поддержку. Во-первых, рынок верит в дипломатический трек. Переговоры Трампа с Си Цзиньпином могут снизить тарифное давление, а любые подвижки в деэскалации конфликта мгновенно отправят нефть вниз. Во-вторых, корпоративная Америка, особенно техносектор, продолжает генерировать сильные денежные потоки благодаря и революции. Это, кстати, в прошлом видео я уже разбирал, почему экономика США еще держится, несмотря на красные триггеры. Поэтому, кто не видел, посмотрите. То есть рынок понимает, что текущая инфляция не бьет по технологическим расходам и производству. Поэтому здесь мы видим не уход из риска, а скорее здоровую коррекцию и переток капитала в качество. Вот поэтому даже понимая, что инфляция покажет рост, мы со всеми участниками нашей подписки Coin22 Pro продолжали лонговать акции. В данном случае мы сделали упор на Nvidia. Да, друзья, на акциях тоже можно зарабатывать, благодаря нашему официальному партнеру BitGet. Точно так же, как и на нефти, на которой мы торгуем в Pro. Кстати, в прошлом видео я рассказывал про запуск нашего финансового ИИ-бота, который уже опробовали участники подписки, и мы получили сотни положительных отзывов. Бот может вам предоставить информацию от краткого обзора рынка до просчитанного риск-менеджмента с четкими точками входа, и он доступен всем участникам Pro. Поэтому, чтобы получить доступ к личному финансовому ИИ-помощнику и подписке с ежедневной аналитикой, сопровождением и поддержкой 24/7, переходите и напишите нам по ссылке в описании.
Что касается биткоина, то он также отреагировал на данные по инфляции. Сначала небольшой просадкой и скачком вверх, потом падением ниже уровня 80 тысяч. Для меня сейчас есть несколько ключевых уровней, за которыми нужно внимательно следить. Первый уровень — это район 78 800. Там проходит 20-дневная скользящая средняя. Это не просто линия, но рынок часто на нее реагирует. Если биткоин удерживается выше этой зоны, значит у покупателя есть сила. Если начинает умеренно проваливаться ниже, это уже тревожный сигнал. Второй, на мой взгляд, еще более важный уровень — это 76 тысяч. Я бы назвал его критической зоной поддержки. Почему? Потому что если биткоин пробьет этот уровень и закрепится ниже, тогда сценарии могут резко ухудшиться. В таком случае рынок может искать ликвидность уже намного ниже, и падение может ускориться. Но сверху тоже все не так просто. Главная проблема для быков сейчас — это район 82 600. Там проходит 200-дневная скользящая средняя. А это уже серьезный уровень сопротивления, на который смотрят не только розничные трейдеры, но и крупные игроки. По сути, сейчас биткоин зажат между двумя важными зонами. Снизу поддержка в районе 76-78, сверху сопротивление около уровня 82 тысячи. И мне кажется, что быки сейчас пытаются сделать главное – удержать цену выше уровня 80-80 700, чтобы рынок не был слабым. Им нужно выстроить базу, набрать силу и снова попробовать пробить 200-дневную скользящую среднюю. Но главный вопрос остается открытым – хватит ли у покупателей импульса? Потому что если биткоин сможет закрепиться выше уровня 82 600, это будет сильный сигнал. Тогда рынок может быстро поверить в продолжение роста. А если покупатели снова не справятся, и цена начнет уходить ниже уровня 78 800, а потом и ниже, до 76, тогда вся позитивная картина может сломаться. Тогда уже придется говорить не о продолжении роста, а о более глубокой коррекции. Но я думаю, что после отката в эту область биткоин все же развернется вверх, поэтому буду за ним следить. Сейчас же самый важный момент — это человеческий фактор и политика. 15 мая, то есть уже завтра, кресло главы ФРС займет Кевин Ворш. Трамп уже не раз говорил, что хочет видеть ставки низкими, где-то на уровне 1%, чтобы экономика летела вверх. Сейчас ставка 3,5-3,7%. Что же сделает Ворш? Пойдет на поводу президента? Давайте подумаем. Ворш — мужик с Уолл-стрит. Он опытный и прекрасно понимает, что если сейчас взять и просто так снизить ставку, доллар рухнет, цены на импорт взлетят, и вот тогда начнется настоящий ад. Поэтому он не дурак и не марионетка. Снижать ставку прямо сейчас он не будет, но и задирать еще выше, как предполагают самые строгие члены его команды, он скорее всего тоже не станет. Ворш видит, что инфляция временная, нефтяная, и скорее всего его тактика будет такой – замереть и подождать. Он займет позицию держать ставки высокими столько, сколько нужно, но без лишней паники. Он верит, что новые технологии, а также искусственный интеллект, скоро помогут экономике расти быстрее без роста цен, поэтому рынки не ждут снижения ставок аж до 2027 года, но и повышение в ближайшее время тоже никто всерьез не закладывает. Это такой период стабильности. У нас мало времени, чтобы попытаться вернуть инфляцию к норме и обеспечить стабильность цен. И поскольку, о котором упомянул сенатор Кеннеди, столь значим и быстро набирает вторую космическую скорость, важно пересмотреть модели ФРС и понять, может ли этот цикл инноваций со временем улучшить уровень цен и облегчить работу ФРС по инфляции. Возникает вопрос, что это значит для занятости, а это еще одна часть мандата ФРС. Теперь про то, что волнует всех нас – биткоин и акции. Что же делать и куда бежать? На фондовом рынке, то есть в акциях крупных компаний вроде Apple или Microsoft, ситуация неплохая. Да, когда вышли новости про инфляцию, рынки немного просели, но компании продолжают хорошо зарабатывать, особенно те, кто связан с технологиями, а также ИИ. Рынок ждет, что переговоры с Китаем наладят торговлю, а цены на нефть успокоятся. Поэтому здесь мы видим не обвал, а обычное рабочее колебание. И да, сейчас в Пекине проходят переговоры Трампа и Си Цзиньпина. Это первый визит за 9 лет. И знаете что? Один только факт, что они вообще встретились, уже немного осадил цены на нефть. Бренд просела на процент еще до того, как они сели за стол. Трамп прилетел в Китай с конкретным списком покупок. И ему нужно, чтобы Китай надавил на Иран. Почему Китай? Потому что это главный покупатель иранской нефти. И у Пекина есть реальные рычаги. Если Пекин скажет ставить точку, то Тегерану придется слушать. И это прямой путь к открытию Ормузского пролива и падению цены барреля с этих безумных $100 куда-то вниз. Вторая задача – продлить торговое перемирие, чтобы пошлины не росли, а китайцы дальше покупали наши самолеты и сою. В ответ Китай просит свое: дайте нам чипы, ослабьте техносанкции и не трогайте Тайвань. Чего ждать? Прорыва скорее всего не будет, но он нам и не нужен.
Рынку нужно, чтобы стороны просто не разругались. И поэтому базовый сценарий такой. Подпишут какие-то контракты, продлят перемирие и избегут эскалацию. И если это случится, то нефть перестанет давить на рынке, а та самая инфляция в 3% получит шанс быстро выдохнуться без помощи высоких ставок. И получается то, что мы видим сегодня, это не повторение страшного 22 года. Та инфляция была заразной и сидела глубоко внутри экономики. Нынешняя это просто ценовой шок от дорогой нефти. Как только мир успокоится и нефть пойдет вниз, этот шок рассеется очень быстро. Это гораздо легче исправить. Новый глава ФРС Ворш не будет радовать рынки разговорами о снижении ставок, но и душить экономику высокими ставками также не станет. Он, скорее всего, возьмет паузу. И если в ближайшие месяцы мы видим активное падение цен на нефть, то шансы на снижение ставки в этом году могут очень сильно вырасти. Как я сказал в начале, конечно же, придется чем-то жертвовать. И скорее всего жертвовать будут не экономикой, а инфляцией, с бурным ростом которой придется бороться уже через несколько лет, возможно, даже демократам. Для рынка акций биткоина это означает, что самое страшное повышение ставки нам не грозит, а текущие цены могут оказаться неплохой точкой входа на перспективу. Время сейчас не для того, чтобы в панике все продавать, а для того, чтобы спокойно подумать и понять, что такие нефтяные шоки рано или поздно заканчиваются, а с ними заканчивается и инфляция. Я не думаю о финансовом положении Америки. Я ни о ком не думаю. Я думаю об одном. Что ж, вот такой ролик я сегодня для вас сделал. Я постарался объяснить все максимально просто, чтобы всем было понятно, что происходит на самом деле. Если материал был полезен и вам стало немного понятнее, как правильно анализировать эти данные, поставьте видео лайк, напишите комментарий, как вы думаете, куда пойдет цена биткоина дальше. Не забывайте подписываться на Telegram. Всем спасибо за просмотр, увидимся в новом видео, до скорых встреч.